Всем привет! Мы продолжаем серию видео про европейские и псевдоевропейские масла. Сегодня у нас на очереди бренд Равинол. Кто делает, где делают, Германия или нет. Меня зовут Антон Воронков, и вы на канале MyGT.ru. В этом видео мы разберем: первое, откуда появился бренд Равинол. Второе, на каких заводах и в каких странах производится тот Равинол, который мы с вами получаем в России. Третье, стоит ли Равинол своих денег и где он еще популярен в мире. Четвертое, как к бренду Равинол относится в Японии и что думают о нем сами японцы. Поехали. Сначала факты кратко. Компания Равинол действительно находится в Германии. Равинол никогда не занималась добычей нефти и производством базовых масел. Все базовые масла и присадки компания закупает у сторонних структур. У компании Равинол действительно есть своя коммерческая недвижимость в Германии. Это достаточно большой ангар. Первое, откуда появился бренд Равинол. Равен в переводе с немецкого это ворон. Соответственно, название масла дословно это воронье масло. Почему воронье масло? Я не врубился. Я пересмотрел все сайты, и русскоязычные, и немецкие, и англоязычные, какие-то там еще не помню. Но нет упоминания об этом. Может быть, я что-то пропустил, не знаю, может быть, я там невнимательно смотрел, но ей-богу, я все перечитал, не нашел я. Почему воронье масло? Обычно же, знаете, всегда название бренда, ну, это важный момент. Обычно о нем всегда рассказывают обязательно в исторических, в хронике исторические на сайтах, да, брендов. Но здесь почему-то этого нет. Не знаю, с чем это связано. Если у кого-то есть информация, пожалуйста, поделитесь. Мне прям очень сильно интересно знать, почему воронье масло, откуда это взялось название. По данным с официальных источников, начало деятельность компании Равинол ведет с 1946 года, а с 1991 по 2003 год компания Равинол принадлежала корпорации Fuchs. Это с данных с официальных источников, посвященных сайту Равинол, вернее, с их сайтов. Если у кого-то есть какие-то подтверждающие это данные, гигантская просьба, пожалуйста, опубликуйте его в комментарии к этому видео, потому что я 2 дня потратил, я пересмотрел все, что касается Фукса и его отношений с дочерними компаниями, все, что касается истории Равинол в каких-то документах в немецких, вообще не нашел ни одного связывающего эти 2 компании документа, ни одного вообще. Не знаю, может быть, я плохо искал, либо, не знаю, либо это какие-то документы, может быть, уже архивные, либо тайные, либо они не публиковались. Огромная человеческая просьба для тех, кто знает историю Равинол лучше меня, кто знает корни этой компании, как она работала и что с ней происходило, обязательно скиньте ссылки на какие-то подтверждающие этот факт документы. То, что компания Равинол с 1991 года по 2003 принадлежала корпорации Fuchs. То же самое касается начала деятельности корпорации Равинол с 1946 года. Там достаточно это указано так расплывчато, что она делала с 1946 года, начинала, об этом нету ни слова. Давайте проведем с вами небольшой исторический эксперимент. Заходим на самый популярный немецкий автомобильный форум, он называется MotorTalk. Вы все прекрасно знаете, что я им постоянно пользуюсь, я сам там зарегистрирован, это чрезвычайно полезный ресурс. Этот форум, это, знаете, как лакмусовая бумажка такая, он позволяет по обсуждению самими немцами коренными понять, что продается в Германии, популярен ли бренд, что о нем говорят и так далее. Еще раз подчеркну, что это очень-очень полезный ресурс. Так вот, мы с вами посмотрим на хронику обсуждения бренда Равинол. Хроника эта стартует в 2004 году. То есть до 2004 года Равинол как бренд на форуме MotorTalk не обсуждался вообще. А к 2004 году этот форум очень хорошо был развит, и на нем обсуждалось огромное количество других брендов. Поэтому начало обсуждения бренда Равинол в Германии на форуме MotorTalk начинается с 2004 года. Смотрим статистику. 2004 год. Обсуждение бренда Равинол на форуме 7. 2021 год 377. Сколько получилось? 17 лет прошло у нас. За это время увеличилось количество обсуждений бренда в 50 раз. Это очень такой сильный скачок. Прям рывок, я бы сказал. Смотрим 2004 год, но вместо Равинола поставим с вами Castrol, бренд, который мы обсуждали в предыдущих видео, всем известный. Обсуждение на 2004 год у нас по Castrol 1499. То есть Равинол 7 обсуждений,
Castrol 1499. Сопоставьте, да? На 2021 год Castrol очень сильно просел в обсуждениях, его стали меньше обсуждать и меньше о нем говорить, всего 738. Понимаете, да, разницу? То есть на 2004 год 7 обсуждений Равинол и 1499 Castrol. Из всего этого можно сделать вполне логичный вывод, что о бренде Равинол до 2004 года в Германии не знал никто. Мы сразу же логически связываем это с той информацией, которая указана на сайте, о том, что с 1991 по 2003 год компания Равинол принадлежала корпорации Fuchs. Но по большому счету получается, что сам бренд Равинол в Германии появился не ранее, чем 2004, ну максимум 2003 год, не раньше. Вы знаете, такой невнятной истории о бренде, вот о начале развития бренда, исторических данных, я вообще ни разу не встречал. Вы прекрасно помните, что я обсуждал уже с десяток брендов известных мировых, и ни у одного из этих брендов не было такой невнятной истории начала этого бренда. Это как-то странно на самом деле. Ну ладно, с этим разобрались худо-бедно. Разобрались с этой историей. Второе. В каких странах и на каких заводах производится тот Равинол, который мы с вами получаем в России? Сейчас все будет очень сложно. Напрягайте мозг. Смотрим на заднюю этикетку на адрес производства, который у нас указан на банке с Равинолом. Это Вестфален, Германия, Джоленбекер-стрит 2, 33 824. Вводим адрес в Google карты и видим по адресу такой большой ангар, в котором, ну, в теории вполне может поместиться небольшой блендер на НПЗ. Ладно, сойдет. Смотрим фото, которое относится к этой структуре на этой же странице в Google картах, на этой же странице. Что мы видим? Мы видим заглавное и некоторые другие фото совершенно, абсолютно другого места и совершенно другого НПЗ. Не то, что на картах. На фото завод Герман Ольверк Любмин. Он находится вообще в другом месте. У черта на куличках от этого места. Все нити идут именно к этому блендерному заводу. Герман Ольверк Любмин называется. Заходим на Google карты еще раз и смотрим фото именно этого завода. Еще раз смотрим внимательно на завод. Мы не видим ни одной надписи, ни одного флажка, ни одной таблички с названием Равинол. Что же мы видим? На странице, которая посвящена этому заводу на Google картах, мы видим полный склад бочек с маслами Volver. Так вот они выглядят. Наверняка вы их еще не встречали в России. Я вообще не хотел рассказывать про этот бренд и даже не подозревал о его существовании. Но, видимо, придется вам вместе со мной потратить на это пару минут. Вот это моторное масло Volver. Вот их сайт на немецком. На немецком, английском, украинском и русском языках. Все, что как-то относится на Google карты к бренду Volver, это вот этот адрес. Кёльне, Германии. Это обычное офисное здание. Вот история этого бренда на официальном сайте. Внимательно читаем о присутствии в 50 странах мира, в глобальном расширении. А сейчас, кто первый найдет упоминание в 50 странах мира о бренде Volver, тот от меня бесплатно получит эту баночку, которая за мной крутится, равиноловская, в приз. О бренде Volver, естественно, в Германии никто не знает. Для этого, опять же, не надо далеко ходить. Заходим просто на сайт Motortalk, тот же самый, да, самый глобальный сайт германский по автомаслам. И вводим слово Volver. Мы получаем с вами в итоге 7 страниц, на которых, ни на одной из которых, вернее, нету слова Volver и бренда Volver. Просто пересечение со словом Wolf, волк. Все, бренда в Германии нет. Я думаю, что это очередной такой бренд новострой, который попытаются продвигать, вернее, в Россию, в страны бывшего СНГ, возможно. Думаю, что уже помаленьку двигают. Я, кстати, где-то, по-моему, на драйве слышал о этом бренде, где-то я упоминание его читал о нем. Не помню, где конкретно, но все же. Зачем я вам рассказываю про этот бренд Volver и зачем я вообще его приплел? Еще раз строим логическую цепочку. Адрес, который указан на банке Равинол, ведет нас на вот этот вот конкретно ангар, который находится в Германии. По адресу этого ангара на Google картах мы видим фотографии абсолютно другого предприятия. Запомнили, да? Там Ольверк Любмин называется предприятие. На этом предприятии, на тех же самых Google картах, мы видим полный склад масла Volver. Но ни одного упоминания о Равиноле, как о бренде. Вы спросите, а что вот такого страшного, что фотографии ведут на другой совершенно завод с красивым
бензовозом с надписью «Равинол», и на этом заводе, на котором нет ни одного брендированного значка «Равинол», полный склад бочек «Вольвер», да ничего страшного там абсолютно нет, это нормальное абсолютное явление для Германии, размещение на блендерных заводах, на аутсорсинге. И все нормально, абсолютно все в порядке вещей. Смущает меня только два момента. Первый, заходим на официальный сайт завода и смотрим. На официальном сайте этого завода Герман Ольвер Клюбмин ГmbH, сайте явного блендера, который предлагает сделать любой бренд под этикетку. В истории завода за 2021 год черным по белому написано, что они, завод, являются частью группы Равинол. И поздравляю свою дочернюю компанию Ravensburg Schmitzer GmbH с 75-летием. Причем до этого за все предыдущие 2021 года в их хронике нет ни одного упоминания о бренде Равинол вообще и связи завода с Равинол. Нет. Ладно, это бывает. Второе. На территории завода нет ни одной таблички, баннера или флага Равинол. Нет, ну так, конечно, тоже же бывает, не все любят афишировать, но бывает только в том случае, когда блендерный НПЗ не хочет ассоциировать себя каким-то определенным брендом, потому что в обратном случае залепили бы наклейками все. Вот, например, небольшой там НПЗ Fuchs, вот BP Italia SPA, вот Eris Enterprises. И так далее. Принцип в том, что в том случае, если блендер плотно сидит на монобренде, то брендирование на территории будет обязательно. Давайте вернемся к тому адресу, который указан на упаковке Равинол, вот к этому ангару в Вестфалии. Многие на форумах, на российских в основной массе, недоумевали в свое время, как в таком небольшом закрытом ангаре, да, без внешних там резервуаров для хранения и так далее, могут производить моторные масла. И могут ли производить такое количество различных разнообразных масел на такой небольшой территории? Могут. Объясняю. Мы уже много лет, уже, наверное, лет 8, наверное, или сколько-то, лет 9 даже уже, работаем с брендом Vitex. Он производится компанией V-Chemicals, она находится в Дзержинске. Это как раз-таки небольшой блендерный завод закрытого типа. Я на этом заводе был сам, все там досконально изучил, как там все устроено. Еще раз скажу, ну, чрезвычайно похожая территория. То есть закрытый ангарного типа завод, на котором, внутри которого расположены баки для хранения внутри завода, емкости для хранения базовых масел. Подземные резервуары также присутствуют, они содержат в себе основные такие недорогие базовые масла, туда заливают, как правило, для дальнейшего хранения долгого. Там есть варочные баки, специально, вернее, для химической варки такие, ну, баки здоровые, где мешалки, миксеры находятся. Они мешают, подогреваются и смешивают это базовое масло с присадками. В общем, все это устроено достаточно компактно. Огромная система, очень сложная трубопроводов, которая все это соединяет между собой. То есть бензовоз приехал, либо балки привезли, перекачали базовое масло из бензовоза, либо балок перекачали в резервуары для хранения. Далее из резервуаров для хранения базовое масло попадает в специальный миксер. Это тоже своего рода такой здоровый бак. С миксером внутри подогревается, который в него попадает базовое масло, присадки, все это смешивается при определенной температуре, определенное количество времени мешается, и уже готовая смесь по трубопроводам попадает на линию розлива. На линии розлива все это разливается по упаковкам, накручивается автоматом либо полуручным способом крышки, потом наклеиваются наклейки, и итоговая продукция упаковывается в картонные коробки. Все это достаточно компактно. На заводе, который не занимается дистилляцией или гидрокрекингом сырой нефти, эти процессы требуют просто гигантских по размеру территорий, и, конечно же, они не могут умещаться в закрытого типа помещениях, естественно. Так вот, на заводе, который занимается просто блендингом, который получил базовое масло, получил присадки и смешал все это, и сделал готовый продукт, абсолютно не нужны огромные площади. Достаточно 1000 квадратных метров и, ну, грубо говоря, там 12-15 метров высотой ангара, даже там 10-12 достаточно для небольшого блендерного завода.
Поэтому то, что в этом ангаре в Вестфалии могут производить продукцию Равинол, и там находится внутри емкости для хранения базовых масел, емкости для хранения присадок, миксеры, линии для розлива, вполне реально, абсолютно. В этом ничего абсолютно нет криминального, и такие предприятия, подобные закрытого ангарного типа, они существуют, и в Японии существуют тоже в том числе. Поэтому то, что на этом заводе могли производить с самого начала производства Равинол такую большую линейку и могли делать ее в большом объеме достаточно для того, чтобы обеспечивать и Европу, и Россию, страны бывшего СНГ, это абсолютно реально. Никакой фантастики здесь я абсолютно не вижу. Площади этого ангара вполне позволяют это делать. Второй завод, Герман Ольверк Любмин. Могут ли на этом заводе производить Равинол, несмотря на то, что он не брендирован под этот бренд? Да, конечно, могут. Естественно, ничего страшного там абсолютно нет, либо криминального также. Вот, например, завод TNB Transnational Blenders, да, который кучу брендов производит различных. Поэтому они рекламируют самих себя любимых. У них нету там ни 77 никаких лейблов, там ни Гульф, который они производят, ни North Sea, по-моему, тоже делают его. Поэтому абсолютно естественно то, что завод, который позиционирует себя как завод именно блендерный, да, под этикетку, он не брендирует себя каким-то одним монобрендом. Это нормальное абсолютное явление. Нужно подождать годика 2 примерно. Если на заводе появится куча этикеток, наклеек и все баки резервуара для хранения, для варки обклеятся равинолом, то хорошо, значит, все нормально, да, равинол там попер, и они там полностью переехали. Если нет, ну, то тоже ничего страшного, так бывает абсолютно нормально. Третье. Стоит ли бренд Равинол своих денег и где он еще продается в мире? Какова его представленность? Представленность по бренду Равинол в мире очень слабая. Он продается, конечно, в основном в Европе, в странах бывшей СНГ, в России, в Америке встречается Равинол тоже, как ни странно, через интернет-магазины продается. Но, в принципе, представленность по миру очень слабая. В Германии он продается в сетевых магазинах, некоторых гипермаркетах, там таких полустроительных, везде можно встретить Равинол. Ну, не везде, вернее, иногда. Потому что основные немецкие магазины розница. Просто зайдете, если вы в любой там гипермаркет или там магазин автомобильных товаров, вы Равинола там, как правило, не увидите вообще никогда, потому что там продаются все те же самые бренды, что продаются и у нас. Это Castrol, Mobil, Shell, Aral, это BP-шный бренд. То же самое Castrol, там, Castrol, там, Aral, вернее, Ликимоли, полно везде там, ну и так далее. То есть те бренды, которые, в общем-то, всем нам известны. А Равинол встречается реже гораздо, там практически его в рознице встретить можно только вот в гипермаркетах каких-то больших. На АЗС где-то встречается, ну то же самое АЗС, видите, в Германии АЗС все брендированы, там практически Араловские, те же самые брендированные Эссе, АЗС, там, Эни, АЗС, там, какие еще там, что еще есть там. Ну, короче, АЗС брендированный, там, конечно же, Равинол не продается, естественно, потому что на брендированных АЗС кто его туда возьмет. Вот, на СТО местечково встречается, может быть, где-то, я, честно говоря, даже не видел. В Америке вот мы снимали, там нет Равинола в рознице тоже вообще нигде. Он там продается через интернет, ну и не более того. Стоит ли Равинол своих денег? Я думаю, что этот вопрос, изучение этого вопроса, нужно начать, конечно же, с отзывов реальных покупателей. Чего только я не прочитал на российских форумах по бренду Равинола, особенно вот за те годы, когда он только-только начал появляться в России. Какие-то как-то прям резко были негативные отзывы, люди некоторые были радикально негативно настроены к этому бренду. Я не знаю, с чем это связано, потому что я как-то за развитием его не следил, этого бренда Равинола. Может, какая-то агрессивная была политика маркетинговая, хрен его знает, не знаю. В общем, люди были очень радикально негативно настроены, многие писали, что Равинол придумали какие-то русские бизнесмены, что Равинол делается только для России, то, что он делается где-то под Москвой, вообще какую-то такую лабуду вообще из пальца высосанную. В общем, много очень было негатива на начальном этапе. Сейчас ситуация нормализовалась. Я вот последние форум отзывы читал. В основной массе все отзывы позитивные, и они, ну, конкретика какая-то, да, то есть не просто какие-то там огульно хаят его этот бренд, а наоборот, очень много отзывов позитивных, люди его хвалят, многие продукты равиноловские советуют и так далее. То есть как бы ситуация по вот этому фону, по этому бренду, она значительно лучше в последние годы. Отзывы в основном положительные. Давайте зайдем на немецкий еще раз, третий раз уже в сайт форум, вернее, Motor Talk, и посмотрим, что сами немцы думают о бренде Равинол.
Заходим и смотрим, вводим равинол, видим 260 страниц, которые нам выдают в поиске, там достаточно много. Ну, не так, чтобы прям очень много, потому что то же самое, там, неизвестный для нас практически бренд Одинол выдает, там, у нас 508 страниц, например, там выдает этот равинол 260, ну, тоже нормально. Отзывы в основном положительные. Давайте просто по порядку, ничего не выбирая, почитаем. Абсолютно просто по порядку, ничего специально не выбирая. С первой страницы. Давайте, вот равинол является главным. Я бы даже манол в газонокосилку не наливал. Кстати, манола в Германии полно, продается через интернет. В магазинах я не встречал, вот в интернете много. Полностью синтетическое масло 5.30, это равинол, только самое лучшее для Форда. Тоже человек хвалит равинол. Третье. Теперь, когда другие уже написали равинол, я бы хотел упомянуть равинол как одно из лучших масел на рынке. Это не только ощущается, но и подтверждается бесчисленными частными анализами нефти. Еду по перевалу. Не знаю, что такое, но в общем положительное. А четвертое, очень интересная эта же тема, представлена на форуме Мустанга. Я езжу на равинол на Мустанге с прошлой недели. Анализ сработанного масла равинол был очень хорош. Тоже положительное. Шестой, по-моему, да, там. Всем привет, если у кого-то опыт работы с моторным маслом равинол, так хвалят. Судя по всему, это должно быть полностью синтетическое масло. Это тоже не так дешево, но у него есть присутствие допуска 229.52, ну и так далее. Немцам равинол нравится, негатива крайне мало. Я дошел страницы, наверное, до 8-9, и вообще очень мало негативных отзывов, в основном конструктивные какие-то, и там вообще парочка каких-то отзывов не очень хороших, но тоже, по сути дела, не сильно негативные. Кстати, на американском сайте Амазона тоже отзывы положительные о равиноле, там он тоже продается в Америке местечково через интернет. По продажам. Бренд равинол в Сибири и в России продается в час по чайной ложке. Я когда материал готовил, вот, я позвонил своих коллег из Кемерово, Томска, Барнаула, Новокузнецка и более дальних там городов, с которыми мы работаем. Это там Карасу, Кубишу, Барабинск, Белово, там, Прокопьевский, Селевский, ну и так далее. Такие города небольшие. Разношерстные совершенно магазины и станции магазины. Задавал всем один и тот же вопрос. Как вы продаете бренд равинол? Если продаете, сколько он продается, как люди им интересуются и вообще что люди о нем спрашивают? Подавляющее большинство клиентов, с которыми мы работаем, мне рассказали, что они либо не занимаются брендом равинол, либо занимаются, но продают его очень мало. То же самое с людьми просто, с интересом людей. Люди спрашивают об этом бренде, но раз там в магазине, раз в неделю кто-то продает, спросит по бренду равинол. То есть равинол в этих магазинах, в которых мы работаем, а это абсолютно разные магазины с разных регионов в Сибири, продается очень мало. В европейской части России, возможно, ситуация чуть лучше, но я опять же задал вопрос своему коллеге из Москвы, который торгует разными брендами европейскими, в том числе и равинол у него есть, ну, та же самая ситуация, равинол продается там, но вот столько. Сейчас возбудятся все те, кто брендом равинол занимается плотно, кто его там продает, специализируется на нем, кто использует для своих автомобилей, скажут, как так не продается, да, вот у нас куча продается этого равинола, там мы сами используем годами его, как не продается-то? Но, ребята, вы на планете Россия не одни находитесь, поэтому объективно бренд равинол продается в России, ну, очень мало, хотя бренд-то хороший. Почему продается мало? Да, хрен его знает, почему это, может быть, какие-то маркетинговые вопросы, не знаю. В России вообще все работает не так, как в Европе или в Америке, абсолютно по-другому все работает, и маркетинг и так далее. Поэтому почему продается мало, здесь не знаю, может цена, не знаю, с чем это связано, миллион там причин может быть на самом деле. Вот. Давай сейчас перенесемся немножко в наш офис и посмотрим на упаковку бренда равинол. Я хотел рассказать о ней кое-что интересное. Поехали. Итак, упаковка равинол. Давайте подойдем с камерой поближе. Это единственная упаковка на нашем стеллаже, на котором уже больше 100 образцов продукции, которая в прямом смысле не влазит ни в какие рамки. То есть она реально не влазит в эти вот стеллажи. Она очень высокая для этого, метров на 5 выше, чем все остальные европейские бренды. Крышка. Крышка очень сложная. По дизайну она сделана из комбинированного пластика. Это очень дорогой такой, на самом деле, продукт, который по Москве вряд ли кто-то сможет подделать. В Китае заказывать его тоже очень-очень-очень-очень дорого. Еще какие степени защиты. Здесь есть 2 проверочных кода, которые стираются, и под ними находится код для проверки. 2 проверочных кода. Здесь также находится у нас под надписью равинол, под основной сверху, если вы посветите ультрафиолетовым фонарем, то увидите надпись равинол, Germany,
Original. И везде по всей банке надписи Made in Germany там в нужных и ненужных местах. В общем, банка сама по себе, она, конечно же, сделана избыточная, с избыточными степенями защиты, которые вообще абсолютно не нужны для европейского покупателя. Эти все степени защиты абсолютно без исключения рассчитаны сугубо на российского перепуганного нашего человека, который боится всего. В Европе такие степени защиты просто бессмысленны абсолютно. Давайте вот, к примеру, вам покажу. Например, вот продукция Any, да, входит в семерку Bikoil, самых крупных в мире компаний. Банка простая, как 3 копейки. iSint. Вообще никаких степеней защиты нет. Дальше смотрим. Давайте камеру подниму. Фукс титановский. Кроме того, что тут посеребренная этикетка, банка вообще элементарная для подельщиков. Следующий. Орал от BP Group. То же самое абсолютно. Продается достаточно много в Германии. Там же, где Castrol, есть и Орал. Очень простая. Одинол, монобренд, о котором я вам все уже рассказал. То же самое абсолютно, только этикетка с золотинкой. А так банка вообще простая, как 3 копейки. И так далее, и тому подобное. Можно тут перечислять бесконечно. Все продукты, которые в Европе производятся и продаются в Европе, они абсолютно все без защиты, без лишней. Там Repsol, испанский там и так далее. Яко, тут еще какое-то убожество такое, но оно во Франции продается реально. Банка сам по себе убожество имеется в виду. Вот, так что мы с вами разобрались и поняли, что эти избыточные, вообще никому не нужной степени защиты рассчитаны только на российского нашего покупателя. Есть такой термин мимикрия. Некоторые организмы, чтобы избежать нападения хищников, пытаются выглядеть как сами хищники. То есть пытаются выглядеть больше, чем они являются на самом деле, в частности. Так вот, бренд Ravino это как раз яркий пример такой мимикрии. Благодаря усилиям маркетологов бренд пытается выглядеть больше, чем он является на самом деле. Это обычный европейский блендер, которых десятки в Европе. И все продукты, которые производит Ravino, производятся абсолютно из того же сырья, с использованием абсолютно тех же самых присадок и тех же самых технологий и оборудования, которые используют и десятки других аналогичных европейских брендов. Масла Ravino с добавлением пауэстеров. Способен ли бренд делать такие продукты? Ну, конечно, да, естественно, у него все ресурсы для этого есть абсолютно. Не стоит обращать внимание на рекламные брошюры, либо уверения маркетологов, либо буклеты и такие вещи подобные, потому что у любого европейского блендерного бренда есть подобные масла на пауэстерах. Никакого чуда, конечно, у Ravino нет специфического и уникального. Все примерно то же самое у всех в линейках есть. Основывайтесь на отзывы, как мы с вами уже увидели, по Ravino в основной массе отзывы положительные. Положительные они даже в самой Германии, положительные в США, где Ravino совсем мало продается. То есть люди в основном брендом довольны. А это значит, что технологи, лаборатория, которая к Ravino принадлежит, а у него наверняка есть своя лаборатория 100%, они следят за качеством. То есть они следят за качеством, они стараются делать продукты качества среднего либо выше среднего всегда. Стараются не косячить лишний раз, хотя косяков за блендерными заводами замечено очень много, в том числе они, конечно же, есть и за Ravino. Но понимаете, это линейка продуктов раздутая до безобразия у многих блендерных заводов, она чревата тем, что когда-то какие-то косяки будут вылазить. Поэтому ничего страшного тоже не вижу в этом предосудительного, потому что не все безгрешные, у всех какие-то есть там небольшие косячки там, по допускам там, и так далее. Это тоже нормально абсолютно для Европы в том числе. Я не занимаюсь анализом моторных масел, я не разбираю по продуктово каждый бренд по отдельным продуктам. Я рассказываю о бренде в общем, кто, где, зачем и почему. И пока у меня не будет у нашей компании собственной лаборатории, в которой мы будем сами лично делать анализы, мы рассказывать о продуктах по позиционно никогда не будем, потому что я в этом не вижу абсолютно никакого смысла, и мне это не интересно, поэтому для этого существует огромное количество других каналов. Брендом Ravino мы занимаемся сами также, и также продаем его в час по чайной ложке, но за все время, что мы им занимаемся, это, наверное, лет 7, мне кажется, там около этого,
Не было ни одного нарекания от наших клиентов, не было ни одной рекламации. То есть с нашей стороны, от наших клиентов многочисленных, которым мы продаем мало равинола, но тем не менее продаем его уже достаточно большое количество времени, не было ни одного негативного отзыва. Давайте подведем итог. Плюсы, коротко. Первое. Бренд равинол действительно производится в Германии, и судя по многочисленным положительным отзывам и практически полным отсутствием негативных, с качеством бренда все в порядке. Действительно, контроль качества на любом блендерном европейском заводе достаточно высок. Второе. У бренда равинол очень широкая линейка продуктовая. В ней есть продукты на любой вкус и цвет. Третье. Любая продукция PVL, равинол, это литровые, 5-литровые, 4-литровые канистры, прекрасно защищены от подделок на долгое продолжительное время. Нарваться на подделку по бренду равинол нереально вообще. Минусы. Первое. Это явное завышение маркетологами равинол возможностей, мощностей и размеров бренда. Это обычный блендерный завод, который в Германии десятки, а может быть уже и сотни. Второе. На некоторые продукты наверняка завышенная цена. Почему? Смотри пункт номер 1. Третье. Это отсутствие в свободном допуске на сайте равинол, на любом из сайтов любой страны, в свободном доступе СДС, это паспорт безопасности продукта, химической безопасности, в котором указывается в обязательном порядке юридическое лицо, которое несет ответственность за химическую безопасность продукта. Это на самом деле очень важный документ, по которому можно очень много узнать о бренде, о производителе, о составе и так далее. На сайте, да, можно найти FDS, они называют, или TDS, это, или PDS, там паспорт, технический продукт, но SDS нет. Конечно, да, вы с помощью там бубна, танца с бубнами можете получить SDS по запросу от равинола при официальном запросе, но... Ребята, это не камильфо совсем вообще. То есть так сейчас никто не делает. Любой уважающий себя бренд обязательно размещает в свободном доступе паспорта химической безопасности продукта на сайте. Это признак зрелого, современного, развитого бренда. И абсолютно все европейские крупнейшие бренды и даже не очень крупные размещают СДС-ки на сайте. Равинол на заметку – это огромный минус на самом деле. Я считаю даже, что это самый большой минус, который на сегодняшний момент можно перечислить вот в нашем списке. Поэтому надеюсь, что они исправят эту ситуацию, потому что ну так нельзя. СДС-ки должны быть на сайте размещены обязательно, тем более на европейский продукт. Я и до этого к бренду равинол относился как-то нейтрально, прохладно, никогда об этом бренде не думал, и в принципе он никогда мне в голову не приходил. После этого видео, когда мы с вами более глубоко изучили его историю, его сегодняшнее состояние, что он себя представляет, особо ничего не поменялось у меня в голове, я также отношусь к нему нейтрально. Положительные отзывы говорят о том, что этот бренд покупать можно, он абсолютно нормального качества, стабильного более-менее, у него есть интересные продукты, но не ведитесь опять же на заманухи маркетологов, на рекламные буклеты, на надпись ПАО Эстере, внимательно подходите к выбору продукта и принимайте решение головой, основываясь уже на каких-то полученных фактах. В основном это можно сделать по отзывам покупателей реальных о конкретном реальном продукте. На этом все. Надеюсь, это видео стало для вас полезным. Чуть не забыл про бонусные части, которые обещал вам сделать. Это четвертый пункт нашего видео, как к бренду равинол относится в Японии и как японцы сами что о нем думают и что говорят. Бренда равинол в Японии нет. Все, теперь точно все. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Надеюсь, что это видео стало для вас интересным и полезным. С вами был Антон Воронков. Всем пока.